Решение командования. Видеозапись для Трампа. Военные Ирана экстренно обратились к США. Заявление о капитуляции, войне и условиях. На что готов Тегеран? Большая трещина Запада. В НАТО признали раскол. Удар США по идеологии Европы. Жесткое заявление и призыв. Удары нанесены. Подрыв логистических путей. Окружение и остановка наступления. Бои на границе. Новая фаза войны объявлена. Военные НАТО зашли вглубь страны. Что происходит в Киеве, пока внимание прессы приковано к Ближнему Востоку? Заявление об уходе Путина, смерти Зеленского и Трампа. Российская пресса публикует резонансный материал. В чем суть? Начало гражданской войны, масштабные столкновения на улицах, военные заявляют о катастрофе для США, россияне вышли на Красную площадь, протест и обращение к Путину, а также грандиозная забастовка в Германии. Чего хотят немцы? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! С началом новой недели. Это время Прядко. Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Большая трещина Запада. Он раскололся. Сейчас Запад больше не един, и это уже не теория, а новая реальность. Главная причина – резкий разворот политики США при Трампе. Вашингтон все чаще действует в одиночку, фактически игнорируя союзников. Об этом в интервью The Telegraph заявил президент Финляндии Александр Стуб. Европа в новой иерархии интересов США откатилась на третье место, уступив даже Латинской Америке и Индо-Тихоокеанскому региону. Идеология МАГА, по словам Стуба, прямо бьет по Европе. Она антиглобалистская и антиевропейская по сути. Вашингтон все реже координирует действия с союзниками, и примером стала война с Ираном. Стуб признает, это не полный разрыв, но уже явная трещина между Европой и США. Теперь максимум, на что можно рассчитывать, это спасти то, что осталось. В первую очередь НАТО и оборонное сотрудничество. И главный сигнал от Хельсинки – Европа должна привыкать к миру, где Америка больше не гарант единства Запада. Прямо сейчас в глобальном Западе произошел раскол. Это не разрыв и не разрушение трансатлантического партнерства, но это сдвиг. И сейчас проявляется трещина между Европой и США, которую я, как убежденный проамериканец и трансатлантист, оплакиваю. Но это реальность, с которой мне приходится жить. И я, очевидно, стараюсь спасти то, что смогу. Военные НАТО в офисе президента в Киеве. Топ-генерал Альянса у Зеленского говорят, что визит такого уровня первый с начала большой войны. В украинскую столицу прибыла делегация Альянса во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации адмиралом Вандия. Об этом в своем телеграм сообщил замруководителя офиса Зеленского генерал Палиса. По его словам, стороны обсуждают уже не просто поддержку Киева, а участие Украины в будущих военных маневрах НАТО в качестве Red Team, то есть условного противника. Поскольку прошлогодние учения доказали, украинские подразделения благодаря боевому опыту и новейшим методам ведения войны существенно превосходят силы Альянса. Переброска дополнительных сил и уничтожение главных путей. Израиль перешел к новой фазе войны. Отдан приказ. Армия стягивает технику границы Ливана. Минобороны дает указание уничтожить мосты и переправы через реку Литани, фактически отрезая юг Ливана от остальной страны. Пресса Израиля пишет, это классическая стратегия изоляции – лишить противника снабжения, маневра и эвакуации. Параллельно дан еще более радикальный приказ – стереть с карты дома в приграничных населенных пунктах, превратив зону у границы в выжженную полосу. Официальная цель – перекрыть передвижение Хизбаллы, которая помогает Ирану, утверждают в Израиле. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал Иран империей зла и озвучил, когда может закончиться война. Цитирую. Прежде всего, война закончится тогда, когда станет ясно, что Иран не может обладать ядерным оружием и, безусловно, не может обладать своими баллистическими возможностями. Если вы видите, что Иран запустил ракету на 4000 километров, 2500 миль, по Диего Гарсия, вы понимаете, что то, о чем говорил президент Трамп, о существовании угрозы для Соединенных Штатов и их интересов безопасности, очевидно. Не менее резкое заявление Нетаньяху, тот уверяет, что Иран, имея сверхновые и дальнобойные ракеты, угрожает всему миру. Израильский премьер призвал мировых лидеров, в частности Европу, объединиться с США и Израилем.
Израиль и Соединенные Штаты работают вместе ради всего мира, и пришло время лидерам остальных стран присоединиться. Я рад сказать, что вижу, как некоторые из них начинают двигаться в этом направлении. Но нужно больше. Призыв президента Трампа к международному сообществу противостоять этому террористическому фанатичному режиму фанатиков – это призыв не только к безопасности Америки и безопасности Израиля, это призыв к безопасности всего мира, и им пора действовать. В то же время Иран дает свой жесткий ответ. Несмотря на тяжелые потери и тысячи ударов, звучит резкое заявление о капитуляции. Ее не будет. Опускать оружие и поднимать белый флаг Тегеран не готов. Главный козырь – контроль над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировой нефти. Об этом пишет Вашингтон-Пост. В материале говорится, даже под ударами и ликвидацией ключевых фигур Иран считает, что держится, и потому не видит причин идти на переговоры. Более того, Иран требует не просто перемирия, а гарантий ненападения и компенсации, фактически выставляя условия вместо капитуляции. Иран не готов к преждевременному прекращению огня, как в 12-дневной войне, сказал иранский дипломат, имея в виду конфликт между Израилем и Ираном в прошлом году, во время которого США нанесли удары по иранским ядерным объектам. На этот раз Иран не готов прекратить атаки против интересов США, если Вашингтон не согласится на ряд гарантий неприменения агрессии, включая денежную компенсацию за ущерб, связанный с войной. В Тегеране это рассматривают как необходимое, чтобы предотвратить повторные атаки Израиля и США. В то же время обратный отсчет идет. Иран и США столкнулись в битве за Ормузский пролив. Трамп, как вы, вероятно, слышали, дал Тегерану 48 часов для открытия пролива. Иначе США нанесут удары и уничтожат электростанции Ирана. Это заявление не осталось незамеченным. Военные Ирана сняли видеоответ и резко обратились к США. Это жесткое предупреждение. Любой удар Америки, и в ответ под огонь попадет инфраструктура США и ее союзников в регионе. Цитирую. Наконец, следуя предыдущим предупреждениям, мы заявляем, если топливная и энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется ударам со стороны врага, вся энергетическая, информационно-технологическая и опреснительная инфраструктура, принадлежащая Америке и режиму в регионе, станет целью. Предупреждение для США звучит и из Лондона от бывшего главкома ВСУ Залужного, который уточняет, наземная операция станет катастрофой для США. Опыт Украины показал, дешевые технологии и дроны ломают старые правила, и даже слабые страны могут изматывать сильнейших, пишет Залужный для The Telegraph. Можно предсказать еще одно. Если начнется наземная операция в Иране, это крайне опасно. Попытка проверить, как работает зона уничтожения в условиях пустыни, станет катастрофой. Самое главное в технологии зоны поражения – то, что в этой зоне не просто бессмысленно находиться живым людям, но и невозможно. Вся территория полностью контролируется дронами, которые охотятся на людей и технику. Будет серьезной ошибкой, если кто-то попытается превратить солдата в машину и отправит войска на землю в такую зону. В США же не отказываются от войны. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иногда нужно усилить эскалацию, чтобы ее остановить. Это прозвучало на фоне ультиматума Трампа открыть Ормузский пролив за 48 часов или столкнуться с ударами по энергетике. США не исключают даже отправку войск для контроля острова Харк. А о том, что НАТО готовится отправить силы на Ближний Восток, заявил и генсек Альянса. Он утверждает, что формируется коалиция из 22 стран, включая союзников по Альянсу и партнеров из Азии и Ближнего Востока, чтобы открыть Ормузский пролив. По его словам, эти страны уже координируют действия с США и готовят совместную масштабную операцию, однако ее детали он не раскрыл. Хорошая новость в том, что с четверга группа из 22 стран, большинство из которых из НАТО, а также Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн, объединяются, чтобы реализовать его видение и обеспечить свободу Ормузского пролива, открыть его как можно скорее. Сейчас мы планируем военные и другие представители этих 22 стран вместе с США, когда мы сможем это сделать, что для этого нужно и как мы должны это сделать. В Иране накануне заявили, что Ормузский пролив открыт, а закрыт он лишь для врагов Тегерана. Отмечу, что при этом стороны продолжили наносить взаимные удары. В сети активно обсуждают кадры уничтожения иранской ракеты в небе над Израилем. И страшно, и красиво одновременно, пишут в соцсетях.
Начало гражданской войны – это один из популярных вопросов за последние сутки в США. Слова Трампа могут расколоть Америку и развязать вторую гражданскую войну в истории Штатов. Пост американского президента о том, что Соединенные Штаты уже победили Иран и теперь у Вашингтона остался только один, самый большой враг, а именно Американская демократическая партия, вызвал бурю негодования у американцев и мировой общественности. В соцсетях пользователи пишут, что это антиамериканская выходка Трампа, угроза гражданам США. Подобные высказывания от имени главы государства, пишут люди, недопустимы. Это путь к гражданской войне и расколу. Международные аналитики говорят, что Трамп намеренно подталкивает страну к вооруженному внутреннему конфликту, объявляя Демократическую партию и радикальных левых главным врагом Америки. Далее цитаты из сети X, и это реакция на слова Трампа. Послушайте. Простите, что наш президент призывает к смерти американских левых, когда у вас лидер, который считает половину страны врагом и сравнивает это со своими желаемыми фантазиями о смерти другой страны, у нас огромная проблема, потому что наш лидер фактически призывает к гражданской войне. Это уже не политика, это открытая гражданская война, звучащая из уст президента. Любой, кто называет половину собственного народа, миллионы обычных американцев, которые просто голосуют иначе, величайшим врагом, не понял Америку. Трамп ее ненавидит. Эта риторика не жесткость, это предательство. Она разрушает именно то, что делает Америку сильной. Идею о том, что американцы, несмотря на все различия, являются одной нацией. Трампу следует закрыть свой рот. Ранее лидер демократов в Конгрессе США Хаким Джеффрис тоже жестко прошелся по резонансному заявлению Трампа. В эфире CNN Джеффрис заявил, что Трампу с подобной риторикой надо вообще помалкивать. Дональд Трамп должен держать свой безрассудный рот закрытым, прежде чем из-за него кто-нибудь погибнет. Массовые столкновения на улицах. В Индии дефицит газа вышел из-под контроля, сообщает Bloomberg. Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке. У людей сдают нервы, в очередях вспыхивают потасовки, места за баллонами занимают еще ночью. Участились кражи, начались панические закупки, из-за чего цены на черном рынке выросли минимум в 3 раза. Рестораны закрываются или урезают меню, а люди возвращаются к дровам. Сфера общепита работает с дефицитом около 25% топлива. Сократив закупки российской нефти под давлением США, Нью-Дели снова обратился к Персидскому заливу, но столкнулся с задержками поставок, ростом цен и ослаблением рупии. Проблема ощущается по всей стране. В округе Райсен центрального штата Мадхья-Прадеш потребители перекрыли главную дорогу после того, как дистрибьюторы газа не открылись. Сотни людей выстроились в очередь еще до рассвета, и к середине утра напряжение накалилось. Протест на Красной площади. Возмущенные россияне обратились к Путину и кричат о безысходности. Жители приграничной Курской области, которые остались без крыши над головой в результате операции ВСУ, устроили стихийный митинг на Красной площади Курска перед зданием обладминистрации. Люди требуют, чтобы власти вернули им ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей, отмененные в начале этого года. Также настаивают на закреплении в законодательстве особого статуса для людей, пострадавших от боевых действий. Протестующие заявляют, что их нельзя приравнивать к добровольным переселенцам. На переговоры с жителями приграничья никто из чиновников не вышел. А в ответ они записали видеообращение к губернатору Хинштейну. Если реакции не будет, говорят люди, они готовы идти дальше в администрацию президента, Генпрокуратуру и международные структуры. Требуем вернуть выплаты, назначенные президентом. Президент назначил эти выплаты до отмены режима КТО и возвращения людей в свои дома. Режим КТО на территории Курской области не отменен. Путина не станет в этом году. Точную дату его смерти предсказал сайт «Часы смерти». Об уходе российского президента пишет ряд Россми, уточняя, что сайт «Часы смерти» — это интернет-ресурс, который существует с 2003 года. Он высчитывает вероятную дату смерти человека по нескольким критериям. Интересно, что известное российское издание «Коммерсант» еще 19 лет назад решило протестировать этот необычный ресурс и вбило в систему параметры Путина. Тогда «Коммерсант» писал следующее. Процитирую.
Например, Владимир Путин, по прогнозам сервиса Dead Clock, доживет до 19 июля 2026 года. Один из главных деятелей оппозиции, Михаил Ходорковский, как считает Dead Clock, переживет президента на целых 11 лет и скончается 7 апреля 2037 года. Правда, сколько из них он проведет в тюрьме с помощью сайта, узнать нельзя. Отмечу при этом, что Зеленского, согласно сайту, не станет в середине 2050-го, а Трамп уже должен был умереть в августе 2025 года. И также отмечу, что разговоры о смерти тех или иных президентов – это частая тема для обсуждения в СМИ и в соцсетях, однако, как вы понимаете, полагаться на данные сайта нет смысла. Но появление подобной информации в ряде российских СМИ – интересный акцент. Кстати, хотели бы вы знать точную дату того, когда придется уйти? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Масштабная забастовка началась. Германия на пороге коллапса. Немцы могут остаться без жизненно важных лекарств. Сегодня закрылись тысячи аптек по всей стране. Они не работают в столице Германии и других крупных городах. Это однодневный, но общенациональный протест, заявляет Союз немецких фармацевтов. Причина забастовки – недостаточное финансирование и рост затрат на ведение аптечного бизнеса. Хотя правящая коалиция обещала повысить оплату за услуги аптек, по словам главы профильного профсоюза Томаса Прайса, если правительство не выполнит обязательства сейчас, волна закрытия аптек продолжится, а пациенты останутся без доступа к лекарствам. Россия бьет по Украине, а украинские дети-беженцы сдают экзамены по русскому языку. Языковед Павел Левчук прокомментировал парадокс в польских школах, когда школьники из Украины при выборе иностранного языка для выпускного экзамена предпочитали русский. По словам Левчука, в первый год Большой войны около 75% украинских восьмиклассников выбирали на экзамены именно русский, даже при том, что их родной язык украинский. Оказалось, что тогда украинский не был нормально встроен в польское образование и почти не предлагался как экзаменационный вариант. В итоге ученики шли по самому простому и доступному пути. Сдавали русский, который уже был в учебных программах. Сейчас система меняется с уклоном на украинский. В 2022 году восьмиклассники могли выбрать для экзамена по иностранному языку и украинский, но этот факт не был хорошо прокоммуницирован на уровне государства и системы образования. Поэтому украинский тогда сдавали только 3 ученика, а 75% украинских восьмиклассников выбирали для экзамена русский. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое, как всегда, за вашу поддержку, за ваши комментарии. Напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк и сделаете репост. Хорошей недели вам и до встречи уже завтра.